Сегодня я услышал знаменательную новость о том, что государство Украина наконец-то поймало на крючок государство России, Газпром. Теперь они у нас в руках попались, голубчики. Жодного документа, жодного підпису. Україна не погодилася на ціну Росії за газ – $247 за кубометр. Мы, конечно, очень удивлены тем, что украинская сторона хотела гораздо ниже цену. Якщо торік російського газу купили більше 14 мільярдів кубів, то за результатами 6 місяців цього року газпромівського палива купується вдвічі менше. Тепер, каже експерт Володимир Омельченко, уже Україна може диктувати Росії газові умови. Якщо раніше Росія тримала Україну на гачку, то зараз Україна тримає Росію на гачку і в той же Газпром, оскільки в такій позиції невизначеності, чи купить Україна, чи не купить. І хай тепер переживає більше Газпром, тому що він втрачає український ринок. Вот уже 1,5 года я слышу про реверсный газ. И я слышу в каком ключе. Может быть и раньше слышал, да не обращал внимания. Сейчас я слышу, что каждый день от премьер-министра, от министра экономики, в СМИ читаю о том, что мы перестаем покупать российский газ. Мы начинаем покупать газ европейский, газ из Европы. Из Европы газ покупаем дешевле. Фишка в чем? Ребята, это не европейский газ, это российский газ. Ну, я сейчас открыл секрет Полишинеля, но у меня складывается впечатление, что никто этого не понимает. Я понимаю, что приходит работяга с завода, он садится, ему рассказывают, европейский газ. Мы, наконец, поймали на крючок Газпром. И он сидит и верит в это. Это российский газ. Россияне продают словакам, словаки продают нам. По-любому не дешевле, чем покупают у россиян. Таким образом, россияне продают то же количество, которое продавали в Украину, продают словакам. А словаки продают нам. Это ведь просто. Это ведь элементарно просто. Однако же 1,5 года я слышу одно и то же. Если вы вдруг начнете кричать: «Шари, Шари, о чем ты?» Да это все знают, все понимают. У меня складывается впечатление, что не понимают и не знают. Смотрите, то же самое. Я поссорился с директрисой какого-то ларька, где продают сосиски. Она мне их слишком дорого начала продавать из-за наших личных каких-то дрязг. Тогда я иду в соседний ларек, куда она же продает сосиски, и покупаю сосиски там. Вот тебе, падла, я у тебя больше сосиски не покупаю. На самом деле покупаю. Она те же самые сосиски продает мне, только через посредника. На этом все. Если кто-нибудь поймет, что имеется в виду, когда говорят европейский газ, что Словакия добывает тот газ, то отпишитесь, пожалуйста, потому что я откровенно не понимаю, какой европейский газ мы покупаем и как мы натянули Газпром. Все.